Приветствую всех зрителей канала. Сегодня хочу рассказать про два случая перегрева электромобилей. Решил объединить их в одном ролике. Это у нас Nissan Leaf 2013 года и Chery Tiggo E 2019 года. Сразу хочу рассказать по симптомам, с которым к нам обратились владельцы этих двух автомобилей. Nissan Leaf без проблем ездил, не ограничивал мощность, и проблема была только при зарядке. При этом не всегда. И проблема проявлялась с периодическим отключением зарядки. С Chery была другая проблема. Через пару километров движения автомобиль попадал в черепаху и ехал с ограниченной мощностью. При этом автомобиль двигался со скоростью около 30 км в час. И если пытаться его разогнать, то автомобиль мог полностью остановиться. Ну а теперь все по порядку. Приветствую всех на канале. Очередной Nissan Leaf к нам попал в работу. В этот раз автомобиль ездит без проблем, но при установке на зарядку через какое-то время автомобиль вырубается. Загорается ошибка, но это происходит далеко не всегда. И появляются вот такие вот ошибки. Приложу скрин с диагностики. При этом ошибка по помпе не появляется, что помпа не работает. При том, что Leaf, если помпа неисправная, то дает об этом знать. И мы уже неоднократно эти помпы меняли. Но в этом случае по помпе ошибок нету. В общем, на всякий случай мы сюда подкинули другую помпу для проверки. Но это не помогло. Автомобиль опять заряжается через раз. В общем, сейчас мы проверили систему охлаждения и увидели, что радиатор у нас вообще не пропускает. Он забит. Но вероятность того, что забился радиатор на электромобиле, очень-очень низкая, потому что здесь нету масла, нет вероятности раскисания патрубков и прочих радостей, которые можно ожидать от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В общем, сейчас мы увидели, что радиатор забит, и будем снимать радиатор и разбираться, что его так забило. Кстати, нам владелец потом сообщил, что здесь радиатор мененный. Его пробило осколком при взрыве рядом с машиной, и радиатор заменили. В общем, сейчас мы будем снимать радиатор и смотреть, почему и чем он так забит, и что через него не проходит антифриз. Вот мы сняли патрубки, продуваем их, и радиатор абсолютно не продувается. В общем, сейчас будем снимать радиатор. Так, подразобрали немножко, сейчас вытаскиваем радиатор и будем смотреть. Так, вот он наш радиатор. Здесь паялась соты. Похоже, насквозь пропаяна она. С этой стороны уже не вытекает. То есть у нас радиатор забитый, к тому же уже и паянный. В общем, смысла нет оставлять этот радиатор. Будем его менять, и, скорее всего, все наладится. Вот интересно, чем он мог так забиться, что бачок раздувается, и при этом радиатор не хочет ни в какую продуваться. Естественно, даже если воздух не проходит, то и антифриз тем более не пройдет. Вот и весь перегрев. Короче говоря, радиатор под замену. Привезли нам другой радиатор. Владелец привез. Это бэушный. Немножко сейчас его ополоснем. И будем ставить, немножко он еще и кривой. В общем, будем ставить и смотреть. Но как минимум этот радиатор уже продувается. Установили радиатор, залили антифриз. И теперь жидкость у нас идет. И при передавливании патрубка хоть ощущается, что есть движение. А тогда у нас и движения никакого не было. Автомобиль заряжается у нас уже в течение 40 минут. И PDM даже не нагрелся. Холодный. При том, что в тот раз у нас за 15 минут уже PDM ощутимо нагревался. В общем, циркуляция у нас сейчас есть. И осталось дело за малым. Узнать, почему, по какой причине был забит радиатор. В общем, если владелец его оставит, то хочу его вскрыть и посмотреть, за счет чего он забился. Сейчас уже все стабилизировалось. В общем, еще будем пробовать ее разряжать, заряжать. Или же отдадим владельцу, чтобы владелец заряжал, разряжал. И посмотрим, проявится этот дефект по перегреву, либо нет. Этот радиатор владелец нам оставил, поэтому мы его сейчас вскроем и посмотрим,
из-за чего же он забитый, и с какой стороны, и чем, самое главное. В общем, будем его вскрывать. Кстати, этот радиатор был поставлен вместо родного, который был пробит осколком. И владелец на этом радиаторе ездил с марта месяца. Странно визуально, здесь ничего нет, скорее всего, он долго пролежал, и внутри антифриз закристаллизовался. И самим антифризом его и забило. Потому что эти соты видно, что паяли, и, возможно, они намертво заглушены. А эти, скорее всего, были из-за того, что долго простоял, антифриз подсох и кристаллизовался, и его не смогло вымыть. Скорее всего, что произошло? Этот радиатор потек, и, возможно, вместо него поставили другой, а до этого заливали сюда какой-нибудь стоп-течь. Потом этот радиатор сняли, запаяли эти соты и поставили в продажу. И пока он стоял, продавался, он был уже без антифриза, и эта стоп-течь позабивала соты. И в результате, когда его поставили на автомобиль, он уже и не продувался. Поэтому, скорее всего, так все и было. Но опять-таки это мои догадки. Но в любом случае этому радиатору, вернее остаткам этого радиатора, один путь на мусорку. Вот такой автомобиль к нам в работу попал. Это у нас Chery Tiggo E или Chery E Tiggo. Вот как-то так она называется. Автомобиль 2019 года. Пробег на автомобиле около 38 тысяч километров. Пробег на автомобиле, да, 38 202 километра. Классный, конечно, автомобиль. Понравилось, что вот этот джойстик при выключенном зажигании он прячется. При включении зажигания он выдвигается. С одной стороны это классно, красиво, но с другой стороны, если здесь что-нибудь насыпется, то этот механизм, скорее всего, перестанет работать. Автомобиль к нам попал с тем, что буквально через какой-то промежуток автомобиль загорается. Здесь такая, как в виде батарейки или электромотора, такой цилиндр с осью посередине и красным цветом, и горячий пар сверху. В общем, автомобиль у нас перегревается. И владелец думал, что проблема с батарейкой, но когда мы ездили, увидели, что с батарейкой все нормально, температура стабильно держится 25 градусов, при том, что сейчас у нас на улице градусов 30. Но по диагностике температура инвертора очень сильно скакала. От 65 на холодную, как автомобиль к нам приехал, постоял, до 85, по-моему. И при 85 загорался как раз вот эта неисправность. И при 77 она тухла. То есть автомобиль, когда остывал, эта ошибка у нас пропадала. В общем, обратили внимание на то, что у нас не работает помпа. У нас не работает помпа. Здесь, кстати, вот такая вот защитка стоит, декоративная накладка. И вот вся силовая часть наша. И вот мы сняли разъем на помпу, потому что у нас постоянно горел предохранитель. В блоке предохранителей только поставили предохранитель, выехали, проехались, и он опять сгорел. Поэтому сейчас и с проводкой проблем здесь нету. То есть провода у нас не замкнуты, все работает. То есть будем разбираться с этой помпой. У нас недавно была похожая проблема с Nissan Leaf. Тоже там конструктивно такая же одна помпа, и прогоняет через инвертор, через зарядник, через DC-DC, через мотор прогоняет антифриз. Но в том случае у нас был забит радиатор, а в этом случае у нас по какой-то причине сгорает предохранитель питания на помпу. В общем, сниму помпу, вскроем крышку, посмотрим, что там с ней, потому что установить сюда другую помпу, не знаю, сможем ли мы ее быстро найти или нет. Ну и там же дальше будем смотреть, что с ней делать.
Радует, что здесь доступ к помпе хороший, не такой, как на Тесле, который я когда-то делал ролик под батареей. Здесь доступ очень-очень хороший. Вообще здесь пространство под капотом просто-таки немерено. Огромное пространство, и все электрические силовые компоненты достаточно компактные, поэтому ко всему доступ есть. В общем, сниму сейчас помпу, вскрою ее и посмотрим, что там есть и почему у нас постоянно горят предохранители. Снял помпу, сейчас ее вскрою и посмотрим, что у нас. Помпа у нас китайского производства, 13 вольт, 6 ампер. В общем, сейчас вскрою крышку и посмотрим, что у нас, почему у нас горят постоянно предохранители. И вот видно, где стоял уровень антифриза. И как следствие замкнул, здесь стоят 3 двухканальных транзистора. И вот один двухканальный транзистор был залит водой, антифризом, и из-за этого здесь и коротнуло. В общем, в любом случае, даже пробовать восстанавливать эту плату не буду. Нет смысла в этом. В общем, будем сейчас искать вариант либо ставить другую помпу, другой конструкции, более популярную, либо же будем заказывать китайскую помпу, новую. В общем, посмотрим, как сейчас будем дальше действовать. В общем, протестировали эту помпу, она себя нормально ведет, нормально охлаждает, все работает. И теперь, чтобы не переделать все разъем, мало ли владелец захочет сюда обратно поставить китайскую помпу, когда закажет, не знаю. Но, в общем, решил со старой помпы срезать вот этот вот разъем, который вот так вот шел. И нашли разъем с вот этой помпы. И сейчас сделаю переходник. И в случае чего можно будет еще раз такую же помпу поставить, либо же снять эту помпу с разъемом, с этим переходным проводом, и поставить сюда оригинальную китайскую помпу. В общем, сейчас сделаю переходник, и в принципе можно будет еще раз проехаться, протестировать и отдавать владельцу. Закончили переделку этой помпы. Вот такой вот переходничок сделал. Теперь можно сюда ставить как оригинальную китайскую помпу, так и помпу такого типа. Долил антифриз, развоздушил систему. Теперь можно будет ставить сюда родную декоративную накладку, которая закрывает все это пространство подкапотное. И еще раз сделать тестовый выезд, проверить, чтобы температура не росла, и выпускать автомобиль. Так, переходник наш готов. Все уже стоит. И сейчас хочу сделать еще один заезд с записью показатель температуры и в зависимости от крутящего момента. Так, температура у нас стабильная, не повышается. В общем, а это значит, что у нас, в принципе, вопрос уже решен. Можно автомобиль отдавать владельцу. При том, что у нас сейчас на улице градусов 30 жары. И даже при такой температуре у нас все отлично работает. А до этого достаточно было чуть нажать педаль газа, и автомобиль сразу загорался индикатор перегрева мотора, и автомобиль выпадал в аварию, начинал ехать в черепахе. Если еще какое-то время ехать в черепахе, то автомобиль выпадал в аварию и останавливался, уже никуда не ехал. В общем, сейчас можно будет собирать, ставить декоративную накладку и выпускать автомобиль. Вот такой вот ремонт был. Вроде несложный, но первоначально владелец думал, что перегрев батарейки. Но никакого перегрева батареи здесь не было. В общем, если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорой встречи. Всем пока!